Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень быструю, буквально молниеносную пиццу. Весь процесс с приготовлением теста займет у нас приблизительно 20 минут. Согласитесь, что это намного быстрее, нежели заказать доставку пиццы домой или же сходить в магазин и купить там готовую. 130 граммов муки, 7 граммов сухих быстродействующих дрожжей. Перемешиваем муку с дрожжами. Нам понадобится очень горячая вода, температура приблизительно 50-55 градусов. Если опустить палец в воду, то вы сможете его держать в воде буквально 2 секунды, а потом вам будет тут слишком горячо. 240 мл воды. Прямо сразу вы можете включать духовку, прогреваться до температуры 250 градусов. Мы будем выпекать пиццу при такой высокой температуре, потому что по правилам в итальянской печи очень-очень горячо. Ну, понятное дело, что у нас печи дома нет, поэтому мы прогреваем духовку до максимума вместе с противнем. Добавляем половину чайной ложки соли и еще 260 граммов муки. 1 столовая ложка оливкового масла. Выкладываем тесто на поверхность и вымешиваем несколько минут. Тесто липкое, но ничего страшного, продолжаем вымешивать, сейчас оно начнет отставать от рук. Можно добавить буквально грамульку муки, чтобы было проще работать с тестом. И уже сейчас оно становится прекрасным и эластичным, очень приятным. Посмотрите, какое замечательное тесто, одно удовольствие с ним работать. Я уже не добавляю больше муки, оно вот слегка и прилипает, но потом отлипает. Вымешиваем несколько минут, вы увидите, оно станет мягким, однородным, очень эластичным. Но это так приятно, тесто теплое, мягкое, и хочется еще его вымешивать. Тесто кладем снова в миску. Я добавлю в томатный соус немного свежего базилика. Если нет свежего базилика, то можно взять сушеный базилик, и также идеально подойдет еще орегано. Берем любой томатный соус по вкусу, у меня это чумак херсонский. Мы любим лук в пицце, поэтому я добавляю, но это по желанию. Немного помидоров. Оливки. И теперь снова приступаем к тесту. Не нужно ждать, пока оно полностью подрастет, можно уже с ним работать. Из этого количества получится 2 пиццы на тонком тесте. Посыпаем поверхность мукой. Раскатываем или растягиваем тесто руками. Смазываем соусом. Цибулька. Моцарелла. Любое мяско. Я взяла такими большими кусками, но, конечно же, его можно нарезать.
И немного сыра еще сверху. Ставим в духовку, которая уже у нас давным-давно прогрета до температуры 250 градусов или даже больше. Ставим ориентировочно на 5, 7, может 8, 10 минут. Смотрим по своей духовке, пицца должна хорошенько подрумяниться. Пока первая выпекается, делаем вторую. Можно попытаться растянуть руками. Ух! Пробую. Невероятно вкусно. Хочется еще, но очень горячо. У нас же рецепт теста, сейчас я вам покажу, какое оно. Посмотрите. Замечательное тесто. Можно тоньше раскатать. Можно первую кушать и уже делаем вторую. Пергамент внезапно предательски закончился. Эту пиццу я чуть больше растягиваю вот так вот, чтобы тесто было потоньше. Противня не хватает, хочется еще больше. Здесь я уже кусочками выкладываю мясо. Снова ставим в духовку и будем наблюдать. Горячо. Посмотрите, какое тесто получается. С этой стороны вот видно везде пузырчатые, хрустящие корочки. Тесто потрясающее, очень советую. Конечно же, я не откажусь попробовать и вторую пиццу. Первую мы уже полностью слопали, она была очень сочной, потому что я положила много лука, здесь я поменьше лука и поменьше помидор, поэтому она будет чуть другая по вкусу, но вы можете экспериментировать тоже по своему вкусу, делать так, как вам нравится. Супер! Но это реально очень просто, легко и быстро. Я надеюсь, что вам понравилось.